Добрый день, мои дорогие! Добро пожаловать ко мне на кухню. Сегодня я к вам с чешским рулетом. В советские годы чешский рулет наряду с тортом Прага был одной из визитных карточек знаменитого ресторана Прага. Его купить было очень-очень непросто. Ну а я предлагаю вам его приготовить дома. И поверьте, это совершенно несложно. Итак, мои дорогие, начнем. Начнем мы с приготовления бисквита. Для рецепта нам понадобится 3-4 куриных яйца, 90 грамм сахара и 90 грамм смеси муки и какао. Какао примерно 15 грамм. Важно, чтобы в общей сложности у вас было 90 грамм. И по поводу размера яиц. Если яйца крупные, возьмите 3. Если средние либо мелкие, возьмите 4. Смешиваем какао и муку, просеиваем. Желательно просеять дважды. Один раз я просеяла смесь в миску, затем опять собрала в чашку для просеивания, и затем второй раз я буду уже просеивать, добавляя муку в тесто. Готовить бисквитное тесто я буду, не разделяя яйца на белки и желтки, поскольку так быстрее и проще. Но есть одно небольшое техническое но. При этом способе очень важно иметь довольно мощный миксер. Взбить яйца в целом виде будет сложнее, чем взбить отдельно белки и желтки, поэтому если ваш миксер слабый, он с этим не справится. А недозбитая яичная смесь – это, как правило, основная причина неудачи с бисквитом. Обратите на это, мои дорогие, внимание. Итак, мы будем взбивать целые яйца, не разделяя их на белки и желтки. И сначала нам нужно будет их слегка взбить, для того, чтобы разболтать белок и желток. Сюда добавляем весь сахар, размешиваем. В отдельной кастрюльке я вскипятила небольшое количество воды, чтобы у нас уровень воды не касался дна нашей миски. Ставим миску сверху и начинаем взбивать. На этом этапе, мои дорогие, взбиваем на средних оборотах миксера. Сначала нам нужно, чтобы яичная смесь стала теплой, то есть если вы коснетесь ее пальцем, она должна ощущаться как теплой, и полностью растворился сахар. То есть если возьмете небольшое количество смеси, разотрете между пальцами, крупинок сахара не должно ощущаться. И только после этого, мои дорогие, будем постепенно увеличивать обороты миксера и будем взбивать нашу яичную смесь до светлого воздушного состояния. Но попытаюсь объяснить немного поподробнее, поскольку светлое воздушное состояние – это такая расплывчатая фраза, а от степени взбитости яичной смеси во многом зависит успех приготовления бисквита. Степень взбитости мы будем определять по времени стекания. Вот посмотрите, я сейчас остановила миксер. Линия от теста остается видимой 1-2 секунды и растекается по поверхности. Достигнув этой степени взбитости, мы снимаем миску с бани и далее будем взбивать уже без нагрева. Нам, во-первых, нужно, чтобы наша яичная смесь остыла до комнатной температуры и чтобы линия оставалась видимой примерно 10 секунд. Я вам сейчас покажу, мои дорогие, что мы должны получить в результате. И не бойтесь перевзбить яичную смесь, поскольку у нас здесь и белки, и желтки, перевзбить ее практически невозможно. В отличие от взбитых белков, которые очень легко перебить. Итак, мои дорогие, наша яичная смесь остыла. И посмотрите, линия остается видимой 10 секунд, а то и более. Это говорит о том, что мы в достаточной степени взбили яичную массу. Можно вмешивать муку с какао. Просеиваем сразу всю муку и какао. Здесь наш второй тест на степень взбитости яичной массы. Посмотрите, мука остается сверху, она не оседает, не опускается вниз. Это значит, что наша яичная масса достаточно взбита. И аккуратными складывающими движениями замешиваем бисквитное тесто. Мне удобно замешивать тесто венчиком, но здесь подойдет лопаточка. Некоторые кондитеры предпочитают замешивать бисквитное тесто руками. Как кому удобно. Сразу же после замеса выливаем тесто на противень. Противень я застелила бумагой для выпечки. У меня стандартный, если можно так сказать, противень. Размеры 38 на 32. Распределяем ровным слоем. Выпекаем предварительно разогретой до 180-200 градусов Цельсия духовки до пробы на сухую палочку. То есть если в центр бисквита воткнуть, скажем, зубочистку, она должна выходить чистой. Печется бисквит довольно быстро, примерно 15 минут. Желательно первые 10 минут духовку не открывать. Свежеиспеченный бисквит отделяем от противня.
Краешки также желательно обрезать, поскольку они, как правило, сухие. Я это оставила за кадром. И для того, чтобы у нас рулет получился ровным, мы бисквит будем охлаждать в свернутом виде. Для этого на рабочей поверхности расстилаем либо чистое полотенце, либо еще один лист бумаги для выпечки. Сверху полотенца я слегка присыпала мелким сахаром, чтобы бисквит не прихватился. Если вы будете использовать еще один лист бумаги, то этого делать не нужно. И сахара берите совсем-совсем немного, поскольку он может чувствоваться в готовом рулете. Выкладываем бисквит и очень бережно и аккуратно снимаем бумагу для выпечки. На бумаге, кстати говоря, остались обрезанные сухие краешки, о которых я говорила ранее. Бумагу сворачиваем роликом, кладем на бисквит и вместе с полотенцем сворачиваем наш бисквит в нетугой рулет. И в таком свернутом виде даем бисквиту подостыть. Я обычно оставляю минут на 20, затем разворачиваю и сворачиваю уже без полотенца. Для крема нам понадобится 100 грамм молока, 100 грамм сахара, 150 грамм сливочного масла, 1 чайная ложка с хорошей горочкой какао, 15 грамм крахмала и 1 чайная ложка коньяка для отдушки. Это, конечно же, по желанию. Молоко переливаем в кастрюльку, оставив небольшое количество для разведения крахмала. В оставленное молоко добавляем крахмал, размешиваем. Вот я оставила явно маловато, поэтому добавлю еще немножко холодного молока. В молоко всыпаем сахар. И при аккуратном нагреве добиваемся, чтобы сахар у нас полностью растворился. И затем доводим нашу молочную смесь практически до кипения. Вливаем разведенный крахмал и прогреваем до загустения. Кипятить не нужно, иначе наша молочная смесь опять станет жидкой. Вот в результате у нас такой получился молочный кисель. Линия, оставленная на обратной стороне ложки, остается видимой, не стекается и говорит о том, что наш кисель достаточно густой. Переливаем его в отдельную миску и дадим полностью остыть до комнатной температуры. И чтобы сверху не образовалась корочка, периодически его помешиваем. Для крема нам понадобится охлажденный молочный кисель и понадобится размягченное сливочное масло. Размягченное — это не значит растопленное. Масло должно быть комнатной температуры. Оптимальная температура масла — это примерно 20-21 градус Цельсия. Для крема нам нужно будет сначала хорошо взбить сливочное масло и затем постепенно добавлять небольшими порциями наш молочный кисель. Я все время его называю кисель, хотя, конечно же, правильно называть сахарно-молочный сироп. Вот таким образом добавляем наш сахарно-молочный сироп. Постепенно, небольшими порциями, каждую последующую порцию только после того, как крем вобрал предыдущую, ранее добавленную порцию сиропа. Периодически крем подбираем со стенок посуды для того, чтобы у нас не было непромеса. В самом конце в крем вмешиваем какао. И при желании добавляем коньяк, либо другую отдушку. Все, мои дорогие, наш крем готов. Такой он получается легкий, нежный. Аккуратно разворачиваем бисквит. Равномерно распределяем крем по всей поверхности бисквита. И опять аккуратно сворачиваем рулетом.
И останется нам всего ничего покрыть рулет глазурью. Для глазури мы возьмем 75 грамм любого шоколада, горького, молочного, любого, и 50 грамм сливочного масла. Шоколад и масло растапливаем либо в микроволновой печи, либо на водяной бане до однородного жидкого состояния. И затем вот таким образом покрываем наш рулет. Готовый рулет как минимум на полчасика убираем в холодильник, для того, чтобы застыла глазурь, охладился крем. Я убираю прямо на поддоне. И наш рулет, мои дорогие, готов. Можно всех звать к чаю. Вот так симпатично он выглядит в разрезе. Итак, наш чешский рулет готов. Мне остается традиционно вам пожелать приятного чаепития. Приготовьте. Очень надеюсь, что он вам тоже понравится. Спасибо, что были со мной, смотрели видео. Всего вам самого-самого доброго.